Когда-то давным-давно одно упоминание Blizzard в новостной ленте уже поднимало настроение, ведь ты знал, что где Blizzard, там качество. Качество и огромный запас репутации, который, казалось, исчерпать невозможно. Новый аддон для World of Warcraft беру не раздумывая. Diablo 3 дайте 2. Релиз Overwatch заверните, пожалуйста. Warcraft Reforged? Ну чё-то хрен его знает. Ладно, спишем на аутсорс. WoW Dragonflight? Звуки грустного разочарования. Warcraft Arclight Rumble? Кажется, надо мной издеваются. Diablo Immortal — это преступление против игропрома. Однако этот видос не о том, как Blizzard сумели все просрать буквально за несколько лет. На этот счет в интернете уже и роликов огромное множество, и статей всяческих, так что кому надо, тот найдет. Я хочу поговорить конкретно про Diablo Immortal. Всем привет, друзья, меня зовут Space, и это ролик из рубрики «Зато бесплатно». Наконец-то это звучит по-настоящему иронично, в которой мы смотрим на различные фри-то-плей проекты и пытаемся понять, стоит ли игра потрачено на нее времени или нет. Мнение автора субъективно и бла-бла-бла, вы все и так прекрасно понимаете. We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Это именно та самая фраза, которая запомнилась мне с легендарного выступления на BlizzCon 2018 года, когда все ждали информации по Diablo 4, а получили невероятный по степени перформанса анонс мобильной версии Diablo. И не поймите меня неправильно, я не держу зла на мобильный гейминг как отдельную отрасль, и скорее всего могу признать, что за мобилками будущее. Но если на телефоны будут продолжать выходить такие игры, как Diablo Immortal, тем более от известных компаний, то нужен ли мобильный гейминг как таковой? События Diablo Immortal проходят между второй и третьей частями франшизы. Да простят меня лороведы, но есть подозрение, что сюжет — это не ключевой аспект игры для большинства пользователей. Есть несколько ключевых персонажей, есть главгад и есть мы, машина по уничтожению всех неприятелей. Благо, сам процесс игры в Diablo 3 не принуждал к чтению диалогов и лишь изредка заставлял остановиться на какой-нибудь катсцене. Diablo Immortal же решил, что игрокам будет слишком скучно просто бегать и качаться, поэтому в игру ввели обилие диалогов и непропускаемых внутриигровых роликов, хотя может быть с патчами появилась возможность скипать ненужные мультики. Фан-сервис в виде появляющихся знакомых персонажей — это, конечно, здорово, но сказать, что само наличие этого сервиса как-то влияет на восприятие игрового процесса, к сожалению, не получается. Если в Diablo 3 геймплей представлял собой движение по линейным локациям в рамках одного акта, то в Diablo Immortal игра больше похожа на MMORPG, где актом выступает одна большая, практически бесшовная область. Что сразу же бросается в глаза, мы разделяем мир не только с монстрами, но и с другими игроками, которые носятся туда-сюда, объединяются в группы, либо просто помогают друг другу в борьбе с общим врагом, так как награда будет выдаваться всем участникам сражения, за редким исключением в виде квестовых боссов. В остальном же суть остается той же самой. Мы убиваем врагов, прокачиваем персонажа, выбиваем предметы и пытаемся проходить все более сложные уровни контента в погоне за высокими местами в лидерборде. На текущий момент для игры доступно 6 классов: варвар, крестоносец, охотник на демонов, монах, некромант и волшебник. Честно, я расстроился, что в игру не добавили моего любимого ВД, но чует сердце, что и ВД, и друиды могут добавить позже за дополнительную плату. Если вы раньше играли в D3, то с легкостью обнаружите, что геймплей классов более чем похож. Однако, если вы вообще никогда не играли в серию Diablo, то освоиться с местной боевкой не составляет труда. Одно из самых крутых нововведений: теперь для использования способностей не нужны второстепенные ресурсы типа маны, энергии и так далее. Все просто используется по мере своих откатов или других условий. Однако куда более важным и показательным нововведением можно считать уже затронутую выше концепцию ММО, как минимум потому, что велик шанс и в Diablo 4 увидеть идентичную механику. Практически с самого старта игра будет всячески пытаться объединить вас с другими игроками. Если вы выполняете задания и бьете тех же мобов, которых бьет кто-то другой, то игра непременно кинет вам уведомление, мол, может мы его в пати позовем? Если вы идете в подземелье, тоже новая штука в духе MMORPG, то само собой в группе награды будут выше, поэтому можно нажать кнопку автопоиска. На эндгейме открыли или обнаружили ворлд-босса, без рейда там делать нечего, однако группы почти всегда собираются сами собой, и игроку достаточно просто добежать до места расположения гадины. И, конечно же, какая ММО может существовать без гильдии или кланов? Особенно с учетом того, что в игре существует рейтинговое PvP, где отдельным почетом пользуется именно клановое PvP. Иными словами, для того, чтобы комфортно чувствовать себя внутри игры, при условии, что вам интересен эндгейм, быть в хорошем клане жизненно необходимо.
Разбирать аспект левелинга и какие-то сюжетные штуки не очень интересно, так что оставим эту прерогативу профессионалам из игровых изданий, типа Kotaku, который пишет статьи с заголовками «Я не понимаю, почему игру хейтят» на основании геймплея до 52 уровня. Лучше поговорим про эндгейм, активности и прогрессию. Вообще, само по себе понятие эндгейм имеет в Immortal расплывчатое значение. Если в той же Diablo 3 эндгейм начинался с доступа к древним порталам, то в Diablo Immortal Challenge рифты доступны почти сразу по прибытии в город. Это второй или третий акт. Это связано с тем, что по всем правилам мобильных игр игроку придется как минимум несколько раз столкнуться с таймгейтом, достигнуть n уровень, чтобы продолжить сюжет. А прохождение Challenge рифта в таймер дает достаточно неплохое количество опыта. Так что в рамках данного ролика под понятием эндгейм будем подразумевать игру после 60 уровня, то есть после получения парагона. Как уже говорилось ранее, суть игры на эндгейме заключается в наборе шмоток для билда, прокачки уровней парагонов и прохождения активности для попадания в рейтинговые списки. Сразу вставлю ремарку, это мое видение сути игры. Если вы играете в Diablo просто ради сюжетки или ради того, чтобы почилить после работы часик вечером, то это здорово, однако большую часть игры вы увидите слишком поздно, либо не увидите вовсе. Ввиду того, что мы все-таки играем в мобильную игру, то следует понимать, что экипировка и игровые активности критично завязаны друг на друге, поэтому сначала расскажу о том, за счет чего персонаж набирает силу, а потом уже перейдем к тому, куда эту силу применять. Основным источником набора мощи служат предметы экипировки и гемы, которые инкрустируются в предметы. Если по предметам все стандартно, уникальные легендарки, которые могут кардинально видоизменить механику способностей, и сетовые древние предметы, дающие игроку определенные бонусы по мере сбора комплекта, то вот с гемами все куда интереснее. Для усиления экипировки игрок использует два вида камней: обычные цветные самоцветы и легендарные самоцветы. С обычными все просто. Существует 6 цветов, каждый из которых дает конкретную характеристику. Если собрать несколько одинаковых камней, то их можно проапгрейдить до следующего уровня и так далее. А вот легендарные камни — это уже новый уровень бытия. Начнем с того, что легендарные камни — это своеобразные уники, которые так же как и предметы дают игроку различные важные ключевые для билда бонусы, при этом еще и увеличивающие эффективность надетого снаряжения. Все юник-камни в зависимости от перков можно разделить на обычные до 2 звезд и редкие до 5 звезд. Не скажу за точные проценты по влиянию камней на общую силу, но я слышал про цифры в районе 30% общей силы персонажа за 5-звездочный гем. Если я не прав, то не стесняйтесь поправить меня в комментах. В любом случае, факт остается фактом, камни дают огромное количество силы для персонажа и являются главным приоритетом на фарме. Вот только тут появляется нюанс. Получить легендарные камни, будучи фри-то-плейным игроком, не так-то и просто. Главным местом для получения камней являются древние порталы, для которых нужны специальные легендарные ключи. По ходу прокачки игрок может получить несколько таких ключей бесплатно, а дальше, после сбора всех бесплатных ключей из боевого пропуска, остается довольствоваться лишь одним ключом в месяц. Теперь время математики. При прохождении рифта с легендарным ключом шансы на получение камня с одной звездой 75%, с двумя 20%, с 5 4,5% при условии, что 5-звездочный камень будет еще иметь ролл внутри себя от 2 до 5 звезд. Но, как и во всем подобном мобильном гэмблинге, игроку полагается гарант-дроп рандомного 5-звездочного камня, или 5-звездного, извиняюсь, за каждые 50 легендарных ключей. А теперь приготовьтесь. Гарант-дроп гарантирует камень, но случайный ролл звезд внутри камня все так же остается. Ну, то есть это вроде как и гарант, но который по факту не гарантирует того, что вы получите что-то полезное. Очень похоже на момент, когда не хочешь присесть на бутылку за нарушение закона о лутбоксах, но в то же время хочешь максимально нагнуть донатеров. Самый наглядный пример — стример Queen, про которого написали уже почти все игровые издания. Парень задонатил 19 тысяч новозеландских долларов на легендарные ключи, что равно почти 12 тысячам обычных долларов, и до сих пор не получил 5 звезд на камне. Ни одного камня с 5 звездами за 12 тысяч долларов. Звучит как скам, не так ли? Следующий источник получения легендарных камней — крафт. По мере прохождения древних порталов с редкими и легендарными ключами мы будем получать различные руны. Какие-то определенные камни можно скрафтить прямо в карман за счет подходящих рун, но получить 5-стар камни можно только с рандомного крафта. И теперь опять небольшая математика. Игрок может скрафтить один камень раз в 1,5 недели, а шанс получения рандомного 5-стар камня составляет 4,5%. То есть шанс получить камень максимального качества составляет 45 десятитысячных%. Иными словами, расчет шансов сводится к одному 5 из 5 камню раз в 670 лет. Солидная цифра. Но, само собой, это крайне условный расчет. Конечно, кто-то скажет, мол, ты не прав, легендарные камни можно купить у вендора, несколько штук одной звезды. Или на аукционе, что выйдет в разы дешевле, чем попытки наролить гемы самому. Однако,
суть не меняется. Механика добычи камней даже для шейхов исполнена как самый настоящий грабеж. Но когда Diablo Immortal приносит разработчикам около $6 миллионов, меньше чем за неделю релиза, становится понятно, для чего вообще все это затевалось. Это самый настоящий легальный гэмблинг, в котором казино aka Blizzard все равно тебя трахнет за твои же деньги, так еще и не отдаст ничего взамен. Очень грустно на фоне всего этого трэша видеть, как в команду Diablo 4 открыли вакансию продакт-менеджера по микротранзакциям для внутриигрового шопа. И да, сейчас все ответственные лица в унисон заявляют, что никакого pay-to-win не будет, но и про Diablo Immortal то же самое говорили. Как пример, 5 месяцев назад в ходе бета-теста игроки уже били в набат по поводу pay-to-win, но глава разработки, мистер «У вас что, нет кошельков?», сказал, цитирую: «Почти все из фактов, представленные здесь, сфабрикованы. В Diablo Immortal невозможно получить или прокачать гир за счет денег». Когда в свете последних событий Ченгу припомнили его слова, он сказал, что его просто не так поняли, и он не считает самоцветы элементом снаряжения. Ну да, гем, увеличивающий силу персонажей, не является элементом снаряжения, конечно. Так что остается ждать Diablo 4 и надеяться на лучшее. И вновь вспоминаю, что мы играем в мобилку. Практически все повторяемые активности дают те или иные статки персонажу. Каждый новый уровень внутри фракции тени немного повышает эффективность перса. Сбор реликвий из различных активностей и их последующий апгрейд также повышает эффективность перса. Проходка специальных рейдов повышает эффективность перса за счет прокачки реликвария. Короче говоря, ты главное каждый день или неделю заходи и будешь потихоньку апаться. Все это сделано потому, что поощрение даже микроскопической прогрессии на постоянной основе хорошо подстегивает внимание и провоцирует игрока заходить день ото дня. А там, глядишь, и задонатить захочется. Итак, теперь поговорим о том, куда все добро можно применять, вне зависимости от того, можем или нет мы донатить. Одна из главных активностей — челлендж-рифты, которые крайне похожи на Greater-рифты из Diablo 3. Мы имеем разные порталы с растущей сложностью. Чем выше сможешь пройти в таймер, тем ты круче. Можно отслеживать свой рейтинг на специальной вкладке. Вот только юмор в том, что по ходу прохождения уровней можно наткнуться на так называемый Gear Wall или Paywall. Если боевой рейтинг вашего персонажа ниже, чем рекомендуемый для того или иного уровня подземелья, то на вашего персонажа будет действовать эффект понижения исходящего урона и повышения входящего. Чем больше разница между вашим гиром и рекомендуемым игрой, тем сильнее будет эффект воздействия ограничений. Если ты уперся в потолок и не получается ничего убить, это не ты, нубас, а игра кинула тебе минус 60% к урону, так что будь добр идти гриндить шмотки, а если гриндить уже нечего, то будь добр, кинь кошелек для камней. Ходить рифты можно, кстати, как соло, так и в группе. Само собой, рейтинг в группе ведется отдельно. Вторая по счету, но не по уровню выебонов, активность PvP. PvP представляет собой небольшой battleground, где стороне атаки нужно выполнить 3 задачи в рамках одного матча. Вначале нужно уничтожить 3 гигантов, потом дотащить один из 2 контрол-поинтов до нужного места, а потом уничтожить главное здание соперника. Стороне же защиты нужно помешать атакующим и сделать 55 или 45 киллов. Что-то в этом духе. Если получается, то побеждают обороняющиеся. Во всей этой движухе есть свой рейтинг, а также есть и клановые батлграунды, которые позволяют клану стать самыми крутыми и перейти во фракцию бессмертных. Третья активность — адский реликварий. По сути, это машина, которая хранит в себе демонические останки боссов и напрямую увеличивает боевой рейтинг, а также дает дополнительные бонусы для прохождения Greater рифтов. Для каждого из боссов потребуется свой уровень реликвария, а также либо премейт группы из 8 человек для хорошего лута, либо рандомный рейд за счет матчмейкинга. Довольно забавная активность, где можно и проверить, насколько у вас хороший билд, и даже тактику повыполнять. Но ввиду того, что реликварий прокачивается демонической золой, которая берется за первое убийство босса в неделю, а также из-за награды в батл пассе, само собой в премиумной версии, быстро прокачать реликварий не получится. Четвертая активность — Open World, и о его целесообразности хотелось бы немного порассуждать. На каждой из локаций по достижении левелкапа появляются свои глобальные активности, как, например, сбор страничек в библиотеке Золтана Кула. На примере все тех же страничек, собрав 5 штук, можно вызвать портал, который с некоторым шансом или призовет ворлдбосса, или запустит игрока в соло-инстанс. Так и на других локациях есть нечто подобное. Мне интересно вот что. Если по прошествии времени игрок убьет всех ворлдбоссов и получит все эссенции, то какой смысл продолжать гриндить этот open world? Доподлинно неизвестно, выше или ниже шанс получения легендарных предметов из открытого мира, чем из тех же данжей или Elden рифтов. Вполне возможно, что это сделано как альтернатива для тех, кто как раз хочет размеренного геймплея, но с сохранением шансов на хороший лут. И я же все равно придерживаюсь мнения, что open world — это иллюзия контента. Он как бы есть, но если забить на него болт, конечно же, после получения эссенций с ворлдбоссов, то игрок ничего не потеряет. Да и называть контентом бесконечный забег по локации в поисках страничек язык поворачивается с трудом.
Пятая активность, но самая часто посещаемая из всех вышеперечисленных — подземелья. Суть в том, что все данжи в игре скелятся под уровень персонажа. Следовательно, добравшись до парагонов, игрок может ходить в любой данж и получать актуальную для своего уровня парагона экипировку. Тем более в списке активностей есть отмеченные подземелья, в которых шанс на получение легендарных вещей будет повышен. Данный бонус действует на протяжении недели, если я не ошибаюсь. С точки зрения времязатратности и возможности набрать пати для улучшения наград, гринд данжей — это лучшее занятие. Вы выносите достаточно большое количество опыта, получаете очки батл пасса, а также можете еще и полутать предметов. Правда, добыча предметов — это дело абсолютно рандомное, так что гриндить конкретные вещи можно исключительно в рамках сетов. Разные элементы сета падают из конкретных подземелий, что можно посмотреть через интерфейс игры. Вообще, тема с вещами меня, если честно, сильно опечалила, но все еще не так сильно, как Pay to Win. Если в третьей Диабле имел смысл гринд рифтов, ведь там даже при отсутствии хорошего дропа игрок мог получить осколки, а потом покрутить кадалу, то в Diablo Immortal игрок может просто соснуть, если ему не повезло. 30 заходов в данж и отсутствие даже одной легендарки — запросто. Никаких осколков для ролла рандомных вещей нет. Есть какой-то NPC, который может паролить вам шмотки за золото, но слитый в него лям золотых и такое же отсутствие даже одной легендарной вещи напрочь отбили желание еще что-либо ролить. Так что если вам не везет и вещи не падают, мои соболезнования. Продолжайте гриндить. Сколько? Да хуй его знает. Это слишком тяжелые вопросы для данной игры. Что хочется отметить с положительной стороны — графика и относительная простота в самом игровом процессе. Выглядит картинка для мобильной игры крайне приятно. Да чего ж греха таить, после 10 часов игры на ПК я уже перестал замечать какие-то шероховатости, свойственные любой мобильной игре на десктопе. Вкусная анимация ударов, приятные спецэффекты, хорошие задники. Разве нужно что-то еще? Моменты, когда у некоторых NPC полностью исчезали анимации передвижения, мы опустим. Бета-тест ведь. И да, что касается простоты геймплея. Для мобилки все сделано интуитивно понятно. Предлагаемые игрой билды не отличаются сложностью в исполнении, хотя не факт, что комьюнити не придумает что-то особенное. Сидишь, тыкаешь по паре кнопочек, все вокруг умирает, ну или тебе рвут задницу, если полез на высокий рифт в плохом гире. Как таймкиллер — идеально. Как бизнес-модель подойки денег с лохов — круче любой финансовой пирамиды. Как и РПГ с некогда отличной репутацией — отвратительно. Никого ни к чему призывать не буду. Хотите играть — играйте на здоровье, только, боже упаси, не заливайте денег. А если играть не хочется, то и не надо. На худой конец, если очень жаждете ARPG для смартфонов, то подождите глобальный релиз in December. А там уже и про PoE Mobile может появиться информация. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах.